17 апреля мой шорт по битку возле точки входа с пятым плечом. Это вкладка сообщества на YouTube. Тут я публикую сантимент, тот, который я ищу по битку. Нажимаете на паузу. Вот один. Тут я нашел видео за 22 год, 14 августа. И там, вот, например, в августе, да, дивергенция была на 12 часов. Тут суть в том, что из 17 источников была одна медвежья дивергенция, больше их не было. Сантимент 21 видео, 7 вывод за рост, 4 за снижение. Не определились 10. То есть оно классно тем, что можно понимать, что большинство не может быть всегда в выигрыше. Тут вот не определились, это за сегодня по битку 49, вернее насчитано 49, за рост 0, дивергенция за снижение 4. За рост 27, за снижение 10. То есть понятно, да? На ютубе уже есть видео по битку, там аргументы все свои разложил, показал. Я ждал неделю этого ценового уровня, что по битку. И то, что за вчера 87 видео было обработано, 42 за рост, 26 за снижение, 4 дивергенции за рост, 9 за снижение. То есть понятно, да? Почему я это показываю? Потому что биткоин и евро, они синхронно растут и снижаются. Ну, на старших таймфреймах это все синхронно. Вот тут биток рос, и евро росло, доллар падал, и что, нефть падала, да? Следующее видео будет либо фондовый рынок, либо нефть. В общем, это старший таймфрейм. Я показываю, как работает мульти-таймфрейм. На примере 76 дней. Показываю нестандартные таймфреймы. Такого вам никто не покажет. 76 разделить на 4 получается 19 дней. То есть на одном графике я вижу гистограмму MACD 76 дней и гистограмма 19 дней. Также в конце, досмотрите, я вам покажу в конце от 1 минуты до 30 дней на одном экране до 5 индикаторов на одном таймфрейме. То есть вы сможете узнать, посмотреть, какая у нас ситуация по евро, какой пульс евро. В общем, в конце посмотрите, досмотрите, и у вас будет вся картина, сложится, все пазлы. Так, что мы здесь видим? Мы видим, что объем у нас показывает медвежью дивергенцию, цена у нас растет, объемы снижаются. Это негативно, да? Дальше, по таймфреймам. Это у нас 76 дней, гистограмма растет, медвежья дивергенция на объеме, и вот первая медвежья дивергенция была, мы получили откат, вот примерно вот сюда, да? Потом еще раз сделали переход, давайте отключу рисовалку, чтобы было понятно. Я думаю, вы видите, да? Тут просто у меня в подвале MACD еще и цена, и объем, и я уже привык к этому. Ну, кто постоянный мой зритель, тот понимает, что это очень удобно и ценно. Вот здесь мы сделали перехай, и у нас третья была медвежья дивергенция. Вернее, это вторая. Тут мы обновили вот тело, мы потрогали тело вот этой свечи. Медвежья дивергенция присутствует, вот она. Это у нас таймфрейм 76 дней. Единственное, мне не нравится на 38-дневке, 38 дней, таймфрейм 100, это тут не пишется, какой тут у нас этот. Вот, на 114 дней. На таймфрейме 114 дней мы в накоплении, друзья, мы в накоплении. У нас евро MACD в отрицательной зоне, синий фон, и мы можем сделать откат, либо сделать перелой, либо вот тут будет какой-то откат небольшой, и можем полететь на конец 18-летнего цикла. 18-летний цикл уже подходит к концу. Как это было вот здесь? Была синяя зона, евро было, ну тут быстро было, да, в накоплении, в отрицательной зоне, и улетело здесь. И что вот здесь было? Это у нас был кризис 2008 год, кризис Lehman Brothers. То есть тогда все снижалось, и все было плохо. Это у нас 84 год, и здесь у нас вот распределение было, это у нас 95-й, 97-й, ну, короче, вот тут доткомы были, да, вот тут мы уже флетили, вот тут все зарождалось до доткомов и начали снижаться. Сейчас мы по евро в накоплении. Когда евро будет вот здесь высоко, то все будет перегрето, и потом нужно ждать какой-то кризис. Будем сильно снижаться. Но локально мы смотрим на таймфрейм 38 дней, и 38 дней нам говорит, что мы снижаемся. Вот цена тут снижается, вот здесь гистограмма у нас light таймфрейм 10 дней, также она снижается синхронно. То есть тут все по медвежьему. Здесь мы сделали перехай, и все говорили, что евро пойдет в рост, но я вижу, что мы будем снижаться. Соответственно, будет снижаться и биткоин, и фондовый рынок. Тоже медвежья дивергенция, все здесь в пользу снижения. То есть тут на старших таймфреймах, вот особенно 38-дневной таймфрейм, она сегодня открылась свеча и закрылась. Снижение. Дальше таймфрейм 19 дней. Тут вот медвежья дивергенция, мы слипнули вот этот хай, мы сделали перехай, и медвежья дивергенции сохраняются везде. И на MACD это у нас 19 дней, и light таймфрейм 5 дней. Вот это желтенькое, это 5 дней. Так, ну объем видите, да, какой печальный тут. 4 дня. Четырехдневка, что нам говорит? На четырехдневке, тут я сейчас отключу, чтобы вы поняли ситуацию. Вот объем и цена. Объем у нас показывает скрытую медвежью дивергенцию. Объем хорошенько так вырос, но не показал результата. Мы даже не обновили вот эту проторговку. Мы просто сняли вот эту свечу. Дальше открываю вам индикатор. По индикатору мы видим, что у нас по одному дню light time frame это скрытая медвежья дивергенция. Мы хорошенько так выросли, перекупленность, но цена уже перестала расти. И по гистограмме также мы зашли в положительные зоны на базовом таймфрейме 4 дня. То есть мы обновляем вот эти области, а цена
хочет идти выше, да? Тут мы поняли. И при таком бешеном объеме. Дальше таймфрейм 2 дня. На двухдневке у нас также скрытые медвежьи дивергенции присутствуют. И тут уже по 12 часовке медвежья дивергенция. Light таймфрейм здесь 12 часов. То есть внутри вот эта желтенькая 12 часовка показывает распределение. И объем, мы видим, что плохой, негативный медвежьи дивергенции. Таймфрейм 1 день, что нам говорит? Включу все, чтобы вы свизуализировали все. Объем у нас, мы тут выросли, объем показывает медвежью дивергенцию. Дальше light time frame, 6 часов медвежья дивергенция. Сейчас рисуется скрытые бычья. Так, с этим разобрались и смотрим теперь локально на 6-часовку. На 6-часовке у нас был перехай, там Трамп сегодня объявил, что он все, всех выиграл, победил, уже не будет бомбить, убивать и так дальше. Ну, это бред, конечно, то, что творится. Цена на войне вот так вот пиляет, всем говорят, что мы все, идем на обновление лоев по фонде, но потом за сколько, за 10 дней, за 15 дней мы всех выбиваем. Ну, это смешно просто. Не за 15, но за 10 дней. И сейчас такая реклама идет, что все, это рекорд. Это не рекорд. Посмотрите, следующее видео будет по фонде, там я все карты разложу, и увидите, что это манипуляция. Тут у нас вот был перехай, медвежья дивергенция присутствует. Я сейчас включу рисовалку, я уже тут все нарисовал. Нет, тут не нарисовал. Медвежья дивергенция вот здесь есть. И на MACD есть, и все печально на 6-часовке. Дальше локально на 12-часовку. Вот это у нас фондовый рынок уже пробил и ушел на перехай. Евро показывает слабость, золото вообще, я золото даже не смотрю, оно как стейблкоин. Когда золото будет снижаться, то биток еще больше будет снижаться, и евро. Короче, вот здесь месячное сопротивление, я говорил, что мы не сможем его пробить, и так и получилось. Вот третья свеча, трехдневка, и мы делаем откат. Это двухдневка. Я покажу вам локально, что у нас на 12-часовке, в каком мы уровне волатильности. Так, по волатильности мы возле вершины вот здесь были, да, получили откат, потому что месячное это сильное сопротивление. Это говорит, что вот это то, что фондовый рынок растет и растет биткоин, это фейк рост. Потому что золото, евро тоже должно расти. А почему должно евро расти? Потому что золото, доллар падал бы, понимаете? А доллар сейчас наберет силы и начнет расти, то все, всему хана. Все будут выходить в доллар, будут продавать, короче, понимаем, да? Мы сейчас опустились внутрь канала, и на понедельник у нас уже образуется новый уровень, и посмотрим, куда он нас поведет. Тут все перегрето, на 12-часовке медвежьей дивергенции, и все вот тут был перехай медвежьей дивергенции, тут перехай медвежьей дивергенции, тут все аргументировано, и все срабатывает так, как я говорил. Так, и двухчасовка также, вот сегодня Даналд там что-то ляпнул, мы подошли к сопротивлению белого уровня и сделали откат. По индикаторам тут все печально, медвежьей дивергенции, то есть евро первое уже показывает, что все, следующий фондовый и биткоин. Так, и теперь покажу вам табличку, которая показывает от 32 дней до 100 дней. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас 39 дней медвежья дивергенция по MACD 5.15. Вот это нужно убрать, потому что на Боллинджере видим бычья дивергенция 32, 33, 34. Я на это сильно не смотрю, я смотрю вот на вот эти индикаторы. А это как бы дополнительно. Так, здесь мы разобрались, и теперь посмотрим на локальные ситуации от 1 минуты до 29 дней. У нас вот 28 дней, 29 дней. Дальше 3,5 часа, 4 часа медвежьей дивергенции. Ну, а здесь скрытые бычьи. Как бы вот эти дивергенции в пользу такого движения. В общем, все. Лайк, подписка. В конце, кто досмотрел, поставьте плюсик к видео. И вот эти индикаторы можно абсолютно бесплатно получить. Просто нужно зарегистрироваться на бирже по моей реферальной ссылке. Я проверю и дам вам все доступы, и будете понимать, на каком нужно быть, на какой стороне рынка нужно быть, на медвежьей или на бычьей.